Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. У нас сегодня две колоды Таро. Поддержки патронажа ангелов и оракульные карты тоже ангелов. И мы спросим карту совет, достанем и откроем в конце нашего расклада. Конечно, будем реалистами. Всегда об этом говорю. Карты не расскажут о личной истории каждого из вас. А с учетом этой недели как раз у нас 18 числа происходит лунное затмение, которое открывает коридор затмений до 2 октября. И кому более интересно, перейдите в инфобокс в описании под видео. Осенний коридор затмений. Есть статья на моем сайте. И вы можете выбрать и другие статьи почитать. Есть у меня и на сентябрь планетарный гороскоп. Есть и до конца 2024 года. Можете выбрать другие видео. Одним словом, может быть, кому-то будет интересно как и прочитать, так и посмотреть, чтобы узнать чуточку побольше. А мы идем с вами вперед. И первая карта. Что на неделю вам важно знать? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы, какие-то согласования, деньги, энергия денег, финансы и личная жизнь. И каков совет на неделю от карт? Что скажут ангелы? Какой совет дадут? Что же будет важно вам знать? Но в какую-то прокрастинацию впадать точно не стоит. Вообще по этой карте у нас идет, знаете, когда мы смотрим вглубь себя или какая-то ненужная философия, она нам может помешать. Мы можем от чего-то отказаться. По этой карте идет и неудовлетворенность, мои дорогие. Есть еще и такой момент, когда мы словно рассеяны. Ну, понятно, этому не время. Наша задача увидеть какие-то возможности. Вот важно знать, может быть, и есть какой-то пункт, который, ну, как сожаление. Не получилось что-то осуществить. Молодой человек сидит и смотрит на 3 кубка, которые перед ним. Явно это или пустые кубки, или, может быть, они наполнены, нам не показаны. Но это какое-то, ну, или как возможности, но то, что где-то это не строится с нашими желаниями. Или, может быть, есть какие-то сожаления. Есть и по части, кстати, лунного затмения. Энергии могут накрывать как раз эмоционально. И это надо тогда реально оценить, что ну, эмоциональный фон, он сам по себе может меняться. Потому что происходит это лунное затмение в рыбах. А рыба – это знак двойственный, это 1000 неопределенностей, там нет четких границ. И мы где-то можем начать себя жалеть, или мы можем, нам захочется, может быть, чтобы в наш адрес было больше эмпатии, чтобы к нам были более внимательны, а каждый занят своим делом. Поэтому это мелкая карта, это то, что нам чаще всего мешает и не дает увидеть новые возможности. Поэтому вот что важно знать, ну где-то не этому не время какому-то эгоцентризму. Но мы еще откроем карты, в каком значении можно читать, именно что важно знать. Туз воды, тут вам какие-то возможности, правда? Может быть, возможности приходят, любовь ведь это, наполненность. Это карта интуиции, безусловно, и приятных эмоций. Это когда у нас появляется как раз какая-то возможность, если по части личной жизни были какие-то минусовые ситуации, то тут мы можем договориться. Здесь радость приходит. Какое-то предложение, может быть, для кого-то из вас приходит. Мы можем начать в чем-то сомневаться, поэтому не ищите черную кошку в темной комнате. Не устраивайте себе какой-то сеанс самокопания. Тут вот именно вот этот туз кубков нужно вам увидеть, вот это точно. Чему сейчас не время. Прекрасная карта. Это карта самодостаточного человека. Но это тот человек, который рассчитывает сам на себя, который больше сам по себе. Это карта изобилия, процветания.
когда у нас все под контролем, когда какой-то материализм, кстати, мы можем поставить на первое место, словно на пьедестал, и забыть про чувства. Вот, кстати. Кто знает, мы говорили 3 кубка. Может быть, там было что-то ценное, а это разлилось. Ему вот уже с крыльями, этому молодому человеку показан за спиной кубок, а он даже не собирается туда оглядываться. Потому что вот он хотел как-то по-своему, или он хотел что-то свое увидеть, а вот это не состоялось. Так вот, не закрывайте перед собой дорогу каким-то новым возможностям. У вас сейчас сильная позиция, потому что это карта успеха. Для кого-то она может говорить: не уходи с головой в работу, удели внимание личной жизни. Не забудь, может быть, про своего близкого, дорогого человека, мои дорогие, ведь такое тоже может проиграться. По 9 земли эта карта прекрасная, всячески положительная, но она ведь еще и говорит о человеке, который сам по себе на своей волне. Поэтому где-то не прячьтесь от каких-то обстоятельств, от каких-то приятных эмоций, от наполненности жизни или от любви, мои дорогие. Для тех, кто один или одна и хочет закончить свой сольный вариант, здесь не время с головой уходить, как и в работу, предположим, в заработки или словно огораживаться от мира. Вот ваш мир, он всячески прекрасен, и он такой многогранно уверенный, все же 9 земли. Но это в позиции, чему сейчас не время. Мы можем хотеть настаивать на своем, или мы можем, ну, как-то видеть развитие ситуации тоже по-своему. А счастье ведь это всегда диалоговая какая-то форма. А 9 земли, она предполагает это я и еще раз я. И когда я надеюсь сам на себя, но вот этому сейчас не время. Что же вам помогает? А вот вы, когда понимаете, 5 жезлов, это когда вы понимаете, что жизнь не бывает полностью предсказуема. То, что когда вы понимаете, что для вас очень важен тот человек, который к вам относится искренне. Потому что вам помогает, если вы вспомните, например, что была не раз в вашей жизни ситуация, когда вы сталкивались с людьми, которым нельзя доверять. Утром думает одно, днем другое, а вечером вообще про все забыл. Или вы могли сталкиваться с какой-то разношерстной информацией. Или с каким-то поведением людей. Может быть, у вас миллион знакомых, ну я так утрирую слегка. Или каких-то миллион задач. Но если, когда вы остаетесь наедине с самим собой, вы понимаете, что в этот период я не чувствую себя или защищенным, или мне не хватает того, может быть, человека, который как раз радость может со мной от моих успехов разделить, или мною восхищаться, кстати. И вот этот вывод, он вам помогает сделать правильные шаги, чего-то не упустить. И по этой карте что вам помогает? Когда вы не включаетесь в чьи-то чужие дела, по этой карте как раз и могут вас пытаться втягивать. И говорить: мне срочно надо. Или вам могут говорить: мне очень плохо, мне сейчас вот просто без тебя никак. Вами могут пытаться просто нахально манипулировать. И если вы это увидите, и вы тогда, скорее всего, переключите ваше внимание на какие-то ваши личные вопросы, а можете и пройти мимо, подумав, что нет, только я один или одна способна сейчас помочь. Тут именно какая-то манипуляция может проходить. Что скрыто? Туз жезлов – ваше решение, дальше решимость и действие. Если туз жезлов или туз огня чаще в других колодах говорит о просто решении или какая-то новость, или какое-то событие. А здесь мы определяемся по этой карте. И в позиции, что скрыто, тут действительно вы как словно делаете какой-то выбор, и вы не можете это оставить на потом. Потому что следом идут какие-то ваши действия. Но от правильности выбора или от того, как вы увидите вот этот кубок, вы какую-то возможность должны увидеть, будет зависеть ваше в дальнейшем качество жизни. Я могу сказать и так. Дела, работа, бизнес нас все равно возвращают к какой-то личной истории. И это карта 2 любящих людей.
Поэтому для тех, кто один или одна, у вас есть возможность познакомиться, мои дорогие. Туз и двойка. Но вы можете пройти мимо или включиться в какую-то многозадачность, или в чью-то игру, чужую. Или у вас же сильная позиция. Вы можете думать, что нет, я сначала завершу все дела, потом буду думать про личную жизнь. А нужно принять во внимание, что любовь, чувства, встречи, они где-то идут по своему расписанию. И оно может не вписываться в какие-то ваши дела или, может быть, в какие-то ваши финансовые вопросы. Поэтому партнерские отношения, в принципе, это, конечно, возможность для тех, кто в паре. Это, знаете, как эмпатия. Это какие-то, может быть, внутри вашей пары, внутри вашей семьи какие-то новые возможности. Это какая-то радость, может быть. У кого-то радость от детей, может быть, вполне вероятно. Но, в принципе, если мы даже двойку кубков рассматриваем на дела, это есть возможность как раз свои дела согласовать. Но а для кого-то это может быть какая-то дружба, когда вы надумаете уже теперь перевести или оформить ваши отношения. И по этой карте это, знаете, когда мы понимаем друг друга без слов, какой-то союз, словно благословлен на небесах, мои дорогие. Будьте внимательны на этой неделе. По финансам. Вот мы никак не можем что-то начать. У нас показана витрина, и мы должны ее открыть и взять какой-то кубок. И выбор, это карта выбора, может быть выбор по заработкам, или как вы дальше распорядитесь какой-то суммой. Может быть, уже есть какая-то альтернатива, и вы, в принципе, уже склоняетесь к какому-то выбору по финансам. Это может быть как вариант, откуда к вам приходят деньги, или у кого-то со сменой работы связан. Может быть, по изучению тоже какие-то возможности, кстати, запросто. Вы можете с учетом туза, огня решиться и пойти приобретать какие-то новые навыки, как скиллы. Или ремесло. Вот, кстати, такое тоже может быть. И для себя совершенно новую историю по части денег открыть. Но вам нужно принять решение и на что-то решиться, сделать окончательно какой-то выбор, и по части финансов тоже. Финансовую историю вы не можете оставить без внимания. Да, но это должно быть как-то совмещено с вопросами еще и личной жизни для кого-то из вас. Поэтому прокрастинация какая-то, она должна быть завершена. И по части финансов вы в чем-то определиться должны. И если мы говорим, ведь это карта, когда мы берем ответственность, кстати, за себя и за партнера, за наши отношения. И, может быть, вы вместе будете продумывать уже какую-то в паре свою дальнейшую финансовую стратегию. И тогда это должна быть, ну, как согласованная позиция. Не берите на себя, ну, какую-то, как приоритет, пальму первенства или прерогативу, или не считайте, что ваше, ну, решение, оно должно быть воспринято на 100% вашим партнером. Тогда выбор или какой-то компромисс вам придется искать. Это, возможно, не для всех, но нам ведь именно дуальность говорят. Дуальность для вашего счастья. И наоборот, может помешать, когда вы, ну, где-то вот и уходите в какой-то эгоцентризм, понимаете? Давайте посмотрим, что же нам по личной жизни. Ух ты, мечтатель, мои дорогие, нулевой аркан. Новая история любви, правда, для тех, кто один или одна. Для тех, кто в паре, ну, значит, какие-то приятные новости. Это карта инициативы, это карта доверия, это карта поддержки, поддержки высших сил. Как будто сами высшие силы Вселенной благословляют какой-то союз, и поэтому, правда, для всех, мои дорогие, это может быть что-то восхитительное. Вы от чего-то не должны отказаться. Вот правда. Что важно знать, увидеть вот этот кубок, какую-то возможность в личной жизни, не пройти мимо чего-то. Может быть, это и новые отношения у кого-то. И значит, рассмотреть, словно сам ангел благословляет какой-то союз. Может быть, союз и старый. У кого-то ведь, кстати, период такой, это ведь большая ретроградность, к нам могут возвращаться люди из прошлого. И значит, пусть это в новом ключе, с новым вдохновением, с новой эмпатией, с новыми гранями чувственности могут быть заново
как бы воссозданы какие-то прежние союзы тоже. Давайте карту совет. Будет важно ваше решение, и вот как будто иди за мечтой, вот нам о чем говорят, в течение года. В течение года вы можете, и правда для вас вот этот год в дальнейшем, ведь уже в июне планета Юпитер войдет в первый дом вашего гороскопа. И у вас на далекий достаточно период, практически, ну, на несколько лет, какая-то очень удачно счастливая может быть траектория. Кто знает, может быть, вы теперь в это затмение, и я должна сказать, затмение высвечивает как раз направление на последующие пару лет, почти 2 года. И следующий год вы будете, может быть, обустраивать свое жилье как-то по-другому, организовывать свою жизнь как-то по-другому. Вы будете любимы и будете любить, но это тоже в каком-то новом контексте. Вот как будто вы, мои дорогие, не должны от чего-то отказаться. Или сделать вот этот выбор. Пусть вам выпадает на финансы, на что-то решиться вы определенно должны на этой неделе. Может быть, у кого-то эта решимость, когда прежняя какая-то история, может быть, была очень грустная, даже личная, потому что я здесь вижу больше личную историю. Тогда, если вам отношения не приносят ни счастья, ни взаимопонимания, ни уверенности в партнере, то не стоит над собой издеваться. Тогда нужно отстроить совершенно новую, более счастливую историю. И для вас будет тоже прекрасное время. И, кстати, могут вернуться какие-то люди, или словно вы можете случайно кого-то встретить. И вы делаете выбор на последующие 2 года. И кто знает, может быть, из тех людей, которые к вам вернулись или возвращаются, словно из прошлого, или вы случайно встречаете, это и будет какой-то союз на последующие годы. У каждого по-своему. Перекладывайте на себя. Прекрасная неделя. Возможностей не упускаем. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.